очень безобразная, неприветливо здесь, да, стоит такая одинокая, часики тикают, не какая-то бутафория, ощущается история. Но и это еще не все. Смотрите, что сейчас произойдет. Здравствуйте, мои дорогие снобы, меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов. И я рассказываю вам об интересных местах японской префектуры Аомори, и сегодня мы идем в музей истории Аомори. Здание у меня за спиной, очень безобразное, похоже на ангар, собственно, это и есть ангар, но экспозиция сама не безинтересная, и к тому же вот тут есть замечательная башенка, на которую можно забраться и посмотреть панораму города Аомори и близлежащих гор. И мы начнем нашу экскурсию с бесплатной наружной экспозиции. Давайте пройдем. Собственно, у нас есть здесь рыбацкий кораблик маленький. Это не корабль, не рыбацкий кораблик, это яхта. Да, и вот дальше ладья викингов, которая была привезена сюда из Норвегии не так давно. Я, правда, не очень понимаю, какая связь между викингами, Норвегией и Аомори. Ну, разве что здесь тоже есть море. Но, тем не менее, она вот стоит, гниет потихонечку, а может быть не гниет, но, тем не менее, она вот стоит такая одинокая и напоминает нам о былом величии Северной Европы. Так, ну и у нас, собственно, экспозиция начинается с таких вот замечательных гобеленов с местными персонажами. И заходим сюда, а здесь у нас выставка достижений текстильной промышленности, точнее, текстильных ремесел. Так, ну и заходим в главный зал, аккуратно с головой. И вот здесь, по сути, ангар. Видите, да, вот как ангар. И я думаю, что летом здесь весьма жарко, поэтому летом, наверное, сюда в самую жару приходить не стоит. Можно вот заглянуть сюда, сделать фотографии. Давайте вот. Примерно так оно все будет выглядеть. Не знаю, насколько это хорошо и красиво, но тем не менее вот тут здорово все, здорово. Ладно, идемте дальше. Значит, здесь у нас выставка достижений народной промышленности. Телефоны местные, фотоаппараты, часики. Часики тикают. Что у нас здесь? Телевизоры, граммофоны и органы. Собственно, с конца 19 века, когда произошла революция Мэйдзи и активно сюда хлынули западные товары, в том числе и музыкальные инструменты, японцы быстро это подхватили и стали производить свое и весьма пристойного качества. Знаменитые люди Аомори, можно про них прочитать, даже на английском можно прочитать, ведь музей уже более современный, и здесь уже что-то, есть информация какая-то на английском языке. Это выставки магазинов, всяких заведений, питейных, едейных. Ощущается история. Прям вот я иду и чувствую, прям история здесь есть. Так, ну здесь уже история города в фотографиях. Видите, саночки, коньки. Помните, да? Мальчишек радостный народ, коньками звучно режет лед. Тут и военная история у нас есть. В общем, праздник, фестиваль Небута, главный местный фестиваль. Вот эти вот повозки с большими фигурами. Кстати, здесь у нас есть еще бесплатный Wi-Fi, и можете, наверное, послушать гид или прочитать на английском языке. Так, ну, корзинки, все это замечательно. Что тут у нас еще? Лодочки, лодочки. Давайте посмотрим лодочки. Рыбацкие лодки, всякие разные, настоящие, то есть прямо а-ля натурель. И вот здесь у нас что-то похоже на гравюры, как оно все было раньше. Как видите, как все очень занимательно, занимательно. История. Вот прям заходишь сюда и видишь, что это не какая-то бутафория, да, не новодела. Это прям вот настоящее все. Все прям натуральное. Вот экспонат руками не трогаем. А это у нас имитация домашней утвари. Знаете, как в Икее приходите, и там у вас есть примеры оформления украшения дома. Вот примерно так же. И, собственно, можно сюда зайти, забраться, но как в японском доме, в любом надо снимать обувочку и уже без обувочки сюда заходить. Ну так все душевненько, лампово так. Ну, просто здесь, знаете, здесь просто находишься, и вот как-то вот какое-то умиротворение есть. Во-первых, здесь очень мало народу, посетителей мало, все очень просторно, играет легкая музыка такая успокаивающая.
Хорошее место, хорошее, интересно, интересно. Хотя само по себе здание некрасивое, находится на отшибе практически, но что-то здесь есть, не знаю что, по крайней мере, когда здесь нет жары. Друзья, вот мой оператор обратил внимание, что здесь можно поиграться в юлу. Вот обычно европейская юла, да, большая, видите, да? Раз, два. И вот это вот совершенно вообще просто неубиваемая штука. Но это еще не все, оказывается, здесь японская юла. А это даже покруче будет. Смотрите, вращаем, запомнили, да, гриб вверх ногами. Видели, да, она перевернулась. Ладно, улетела. Так, и этот. Давайте еще раз. Видели, да? Ага, поняли, видели такое где-то, да? Ничего, а вот это крутится до сих пор. Мы уже сидим тут 15 минут, играем в нее. Прямо очень классное место, да, вот хорошо, что мы... И там еще тоже юла есть, слушайте, тут прям вообще можно сидеть прям целый час и играться. Приходите, кстати, сюда, может быть, даже здесь можно принести настолки и с друзьями поиграть. Хорошая идея, мне кажется, прекрасная. Я думаю, что музей будет рад. А это еще не все. За другим столом, смотрите, есть какая японская. Я такого никогда не видел. Вот кладем этого замечательного молодого человека сюда. И смотрите, что сейчас произойдет. Йо-йо-йо-йо-йо. Круто. И юла тоже. Прямо потрясающее место. За 300 йен сюда можно прям прийти и играться. Давайте еще раз. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Круто. Друзья, не перестаю восхищаться моим оператором, потому что, вот смотрите, оказывается, можно тут открыть не просто так, а посмотреть всякие украшения. И здесь вот всякая, вот, смотрите, расчесочки, какие-то гребешки. И пахнет приятно такими вот арома всякими свечами. Тут что у нас еще тут? Еще какие-то, ну это просто пустые ящики, да? Ну то есть можно все тут подвигать, но главное аккуратно делаем, да, не ломаем ничего. Смотрите, заколочки, прямо вот, слушайте. Круто. А здесь у нас что? А здесь у нас... Но и это еще не все. Здесь какие-то кулончики, да? И подписано, главное, все. Здесь у нас еще есть такая археологическая часть. Кораблик, но это уже новодел, конечно. Тут прям все так, новая доска видна. И вот здесь керамика старинная, восстановленная на горшочке, амфора. Ну и здесь вот, собственно, Саннай Маруяма. Если вы, кстати, не видели видео, то посмотрите. Там мы были вот отсюда как раз вот эти вот горшки и были взяты. Именно вот на втором ярусе. Здесь тоже лодочки. Рассказывается про рыбаков, на каких лодках они плавали, что ловили и так далее, как ловили это все. Аутентичные лодки. Прямо история в каждом экспонате. И что это такое? Видимо, вот так рыбу вялили, либо сушили. И почему бы нам не сделать фотографию? Да, вот я опять залезу сюда, правда очень низко, но вот так вот бабушки, собственно, примерно выглядели. Ну и в принципе здесь можно спуститься по вот этому пандусу длинному вниз, и лодки, которые мы видели снизу, на них посмотреть сверху и про них что-то прочитать. Экспозиция этого зала, этого ангара, она здесь и заканчивается. Итак, после просмотра основной экспозиции вы можете подняться на смотровую площадку и вот посмотреть на город. Но посмотреть на город вы можете сквозь какое-то мутное стекло. Я не знаю, в чем проблема, но здесь оно покрыто какой-то пленкой или какой-то не пойми чем. И здесь видно не очень кристально. Но тем не менее, вид на город такой весьма красивый, особенно на горы. Посмотрите, какие замечательные горы там, да? И зеленое море. А зеленое не потому что грязное, а потому что здесь водоросли. Оттуда ходит паром на Хоккайдо. Как утверждают люди, вот сюда, вот на вот этот причал приходят как раз, видите, где вот синяя вот эта штука и краны стоят. Сюда приходят огромные паромы, точнее не паромы, а круизные суда. И здесь выходят пассажиры со всего мира и осматривают это замечательное место. Я, правда, не очень понимаю, почему здесь так все это плохо сделано. Как-то вот, как-то неприветливо здесь, да, похоже больше на грузовой порт, но тем не менее хорошо. Несмотря на то, что экспозиция не очень большая, но интересное место, интересно, поэтому обязательно его посетите. Итак, друзья, мы посетили музей истории Аомори. Как вы видели, это весьма занимательное место, поэтому рекомендую сюда тоже сходить, тем более, что билет стоит весьма дешево. И если вам видео понравилось, то поставьте лайк, напишите комментарий. На этом я с вами не прощаюсь, я говорю до скорых встреч в Аомори и до свидания.